дорозі до міста прийшли та й перед священником розповіли все, що сталося. І зібравшись зі старшими, вони врадили раду і дали сторожі чимало срібників. І сказали, розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібники, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово оце між юдеями і тримається до сьогодні. Yeah, okay, so here we have this story is still being spread. И эта история до сих пор распространяется. Well, what happened? Что же случилось? The disciples stole the body at night. Они говорили, что ага, ученики украли тело ночью. Whatever's going on here in the book of Matthew, it's got to be a pretty gritty book. Что бы там ни описывалось в книге Матфея, это должна быть весьма ранняя книга. Because the resurrection is still a hot topic. Поскольку воскресение Христа все еще было горячей, широко обсуждаемой темой. And what is Matthew doing? He is saying these guys are not true. It's a false argument. И что делает Матфей? Он говорит, эти ребята не правы, это ложный аргумент. Christ was raised from the dead. Иисус воскрес из мертвых. But they're telling everybody that these disciples came in and stole the body at night. Но они всем говорят, что ученики пришли ночью и украли тело. And that story is still popular among the Jews even today. И эта история до сих пор, говорится, популярна среди евреев в наши дни. So that suggests to me pretty strongly Matthew's got to be a pretty old book. They're still arguing about the resurrection. И это указывает на то, что книга Евангелия от Матфея весьма ранняя, то есть во времена ее написания они все еще спорили о воскресении Христа. In fact, Matthew writes this book to counter their arguments. И Матфей даже, можно сказать, пишет свою книгу для того, чтобы противостоять их аргументам. And it's written, it's a very Jewish book, extremely Jewish book. Как мы уже говорили, это очень еврейская книга. Вот He's просто quoting from the Old Testament all the time. до максимума еврейская, он постоянно цитирует из Ветхого Завета. And Matthew always says this was fulfilled. И Матфей постоянно говорит, что вот это исполнилось, и это исполнилось, и это. So this is sort of the main emphasis of his book. То есть это вот такой основной акцент этой книги. That Jesus fulfilled all these Old Testament prophecies. Акцент на том, что Иисус исполнил все вот эти ветхозаветные пророчества, His death on the cross. включая пророчество о его смерти на кресте. And then he was raised from the dead. И потом он воскрес из мертвых. And now И теперь people are still arguing about his resurrection. люди до сих пор спорят о его воскресении. So again, this is a very interesting book, Matthew. Опять же, это очень интересная книга Евангелия. Especially if you look at the end. Особенно если вы посмотрите на концовку. Matthew is looking back on all the things that have happened. Когда Матфей оглядывается на все происшедшее. And he says right now this is still a hot topic of discussion in Jerusalem. И он говорит, что до сих пор, прямо сейчас, случившееся является темой бурных дискуссий в Иерусалиме. Let's turn to Matthew chapter 1 verses 18 to 22 and Давайте откроем Матфея 1 главу с would you read 18 по 22. Василий, прочитай. chapter 1 verses 18 to 22. For example, not primary. Василий, да, просто когда пример. По 22. 18:22, chapter 1. Yeah, chapter 1 verses 18 to 22. Первая глава, 18 стих по 22. Рождество Иисуса Христа было так. По обращению матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Все сие произошло, да сбудется речение Господом через пророка, который говорит. Yeah, so notice in verse 22, this happened. This historical event happened because of the Old Testament scriptures. Что вот это вот, здесь говорит, что вот это историческое событие случилось по причине того ветхозаветного писания. And it fulfilled Isaiah chapter 7. И что тем самым исполнилась Исайя 7 глава. And this is going to be a common theme throughout the book of Matthew. И это будет очень популярная тема на протяжении всего Евангелия. So he'll single out some major events in the life of Christ. И там выделяются некоторые ключевые события жизни Христа. And then he will demonstrate this is fulfillment of Scripture.
И Матфею демонстрирует, что в этих событиях исполнилось Писание. Let's turn to chapter 2, verses 13 to 18. Давайте откроем вторую главу, стихи с 13 по 18. Would you read verses 13 to 18? С 13 по 18. Лариса, прочти, пожалуйста. Когда же они отошли, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матери его ножку, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Okay, so the first one, a lot of debates about this. It's from Hosea chapter 11. Ну вот первая цитата, здесь много дебатов по поводу нее, это из Осии 11 главы. And in spite of all the discussions here that people may have, И вопреки всем дискуссиям, которые могут вести люди на этот счет, there's just one thought I want you to really think about. есть here. одна мысль, о которой я хотел бы, чтобы вы задумались здесь. Regardless of all the debates, Независимо от всех дебатов, at the end of the day, в конце концов, okay, this was historically fulfilled. See? все вот это были исторические события, это все исторически исполнилось. It actually happened. То есть это like events in Matthew, yes? Yeah. Events in Hosea. So Hosea chapter 11, verse 1 says, "Out of Egypt I called my son." Да, Осия 11 глава, 1 стих говорит: «Из Египта призвал я сына моего». If you look at Hosea chapter 11, he's talking about Israel, my son. То есть если вы говорите, смотрите Israel as a nation. в Осии 11 главу 1 стих, вы видите, что там речь идет об Израиле, которого Бог называет своим сыном, да? Appealing back to the Exodus generation. Да, и Okay. там указывается аж еще на события поколения Исхода. But it's like Jesus here is going to be the recapitulation of everything that happened, but he'll do it correctly. Но Иисус, он как бы в каком-то смысле повторение всего происшедшего, но только в его случае все происходит правильно. So he is also the son of God, То есть yes, он right? тоже сын Божий, But he is going to be the son in the ultimate sense. но он сын уже в конечном смысле. And so at the end of the day, Он же именно сын, вот сын, буквально. even Hosea chapter 11 applies, "Out of Egypt I've called my son." И в конечном счете даже вот Осия 11 говорит, да, о том, что из Египта призвал я сына When моего. it says son, I mean that has a possible messianic Но time, yes. когда говорится о сыне, то в этом есть уже определенный мессианский оттенок. So he said, look at this Hosea 11. Да, и Матфей говорит, что посмотрите, вот Осия 11. So he's born of a virgin, that's Isaiah 7. Вот, что Иисус рожден от девы, девственницы, это Исайя And 7 then he's глава. also out of Egypt, that's interesting, Он также выведен из Египта, это интересно. right? And by the way, later on, Jesus will be tempted in the desert, right? И, кстати, позже Иисус будет испытан в пустыне. 40 days. 40 дней. How long were the next generation? Сколько лет? Поколение 40 сколько years. Okay, so Jesus did it right. 40 days. Да, 40 лет. Да, то есть Иисус все сделал правильно за 40 дней. But they stretched it out to 40 years. Да, ну они растянули всю эту волынку на 40 They made the problem worse Они ухудшили проблему. rather than better. Вместо того, чтобы улучшить. Basha, would you read verses 16 through 18? Василий, прочти, пожалуйста, стихи с 16 по 18. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волками, весьма разгневался и послал сбить всех младенцев Where are the Вифлеема. wise men from? Откуда пришли волхвы? С востока. Yeah, from the east. Where did they get their information Откуда они получили информацию о рождении Иисуса? about the birth of Jesus? From the star. Okay, Balaam. Remember, Balaam talked about that. Помните, Валаам говорил об The этом? star will rise, you know, in Jacob, Зайдет звезда and it's a messianic star. над Иаковом, и это мессианская So звезда. Balaam made that prediction. Валаам сделал это предсказание. So they read those stars. There's that star. I see it that Balaam Они predicted. читали эти предсказания, но они, ага, вот зашла эта звезда, я читал, я помню, что она была предсказана. And it was a moving star. И это была двигающаяся So it was звезда. unusual. All the other stars are pretty stationary when you look at them. Нечто необычное происходит, да, то есть обычно, больше нормальные звезды, они закреплены, как бы они статично более-менее на Of небесах course, we're находятся. being told that, you know, the universe is traveling really fast. Ну, конечно, нам говорили, что Вселенная двигается очень быстро. So how do those stars stay in the same place all the time? It's an interesting question. Да, интересный, конечно, вопрос, как эти звезды все остаются на одном месте. Ну, Which is a testimony that even in spite of the speed, supposedly, why God can still hold it together. ну да, и это, кстати, интересное свидетельство о том, что даже несмотря на
предполагаемое расширение Вселенной, Бог все равно в состоянии как-то удержать эти звезды So вместе. this was a miraculous star. And Но they, это была некая чудесная звезда. wow, okay, now that, see, they studied the stars for their whole lives, and now that star is unusual. И они, эти швалфы, наблюдали звезды всю свою жизнь, и они увидели, что что-то необычное. This goes back to Balaam. Ага, это та звезда, о которой говорил Валаам. Now who else? Кто еще? The Magi. Кто еще был волхвом? Знаменитый волхв Мэджай. Кто еще? Откуда еще они могли взять источник? The Old Testament. Who В else? Ветхом Завете. Волхвы, чародеи, звезда там вот. So Balaam gave him the star. Now who would have given more information Валаам about the coming of Messiah? был, так сказать, он был The wise men of the east. Where did they? Кто же больше еще информации дал Откуда? нам о приходе Мессии, да? Кто этот человек с Востока? Даниил. Daniel, thank you. Yeah. Даниил, Where was спасибо. Daniel? А? Where was Daniel? Где был Даниил? He was in charge of. He was in charge of the wise men of Babylon. Он был He was their главой boss. мудрецов Востока, он был их начальник. And after the whole thing with Nebuchadnezzar, they gave the salute to Daniel. И после того, как закончилась вся эта канитель с Навуходоносором, все эти товарищи, они отсалютовали Даниилу. And so Daniel was a witness to some people. Some of the Magi got the Training from him. yeah. So some would have believed and they passed it on. И Даниил, он передал вот то, что он знал, вот этим своим подчиненным, да, и многие из них поверили и передали это дальше, следующим поколениям. Daniel also would have taught them what? The 77s, right? 69 sevens. И также Даниил их наверняка научил 77 нам. So after the 69th seventh, После того, как эти 60 calculate the years прошли, они были в состоянии высчитать эти годы from when Jerusalem was rebuilt. с момента перестройки, отстройки Now we Иерусалима. see the star. Потом они говорят, так, время пришло, видим звезду, It's getting close. It's time to go. значит, все приближается, значит, время чухать, время And so идти. these people with less information, right? И вот эти люди с меньшим количеством информации, They go with faith они to go пошли worship the по Son of вере, God. чтобы поклониться Сыну Божьему. And then the nation of Israel is all worried about politics. А народ израильский в это время, как бы его заботила только политика. So they kind of miss out here. Поэтому они здесь упустили происходящее. Keep reading. Читаем дальше. И во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени которого видала Волхов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми младенца». Okay, that's good. So verse 18, right? Jeremiah 31. Иеремия 31. Jeremiah 31. Иеремия 31. Цитата из Иеремии 31. Yeah, fulfilled by the prophet Jeremiah. Да, исполнилось слово, данное пророку Иеремии. Rachel weeping for her children. Voice in Ramah. Рахиль плачет о детях своих, глаз в раме слышен. And so Herod killed all these babies to try to get to Christ. Herod killed all the Да, и babies здесь мы to читаем, try как to get to Ирод, Messiah. да, поднял руку на этих детей, пытаясь добраться до Мессии. 2 years, right? Up to 2 years. После 2 лет, да? So that means about 2 years have passed, since Jesus was born. То есть это означает, что где-то 2 года прошло с момента рождения Иисуса. And by the way, the Magi come to the house of Joseph. They don't come to him when he's first born. Да, и, кстати, волхвы пришли уже в дом Иосифа. Они не пришли туда, где Иисус родился. So the timing, first of all, it takes a while to travel in those days. Во-первых, время событий, да, в то время как бы не было там реактивных самолетов. Путешествие занимало определенный промежуток. But secondly, probably about 2 years have already passed, and then the Magi show up. И второе, скорее всего, прошло уже года 2, и тут появились So they волхвы. assume that he's been born, and they wait a while before they pack up their donkeys and go. И кто-то предположил, что Иисус родился, а волхвы еще ждали And then, by перед the тем, way, как запаковать своих осликов и двинуться в путь. Joseph and Mary were very poor, И, кстати, Иосиф и Мария были очень and бедные. these guys gave them gifts.
И эти люди You know, дали им gold, дары. frankincense, and myrrh. Золото, там, смирно, золото, да. And they go to Egypt. И Иисус с Марией отправились. They have finances now to live. Теперь у них были финансы, средства для жизни. So God provided. И Бог обеспечил So they для can них. escape down to Egypt. И поэтому они смогли сбежать в Египет. So again, this is all fulfillment. Поэтому все это является исполнением. So he's trying to quote verses to them and then help them realize, you know, this was fulfilled, this was fulfilled. И Матфей цитирует им стихи из Ветхого Завета и показывает, что вот это исполнилось, и это исполнилось. And then Alex, would you read verses 22 and 23? Алекс, прочти, пожалуйста, стихи 22-23. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, боялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется вечное через пророков, что он Назарет наречется. Now this is interesting too. You know, there is no verse like this in the Old Testament. That's one problem. But anyway, the point is. Ну, да, здесь довольно, как бы, so like strange use of Old Testament verse. Yeah. Да, тут довольно странное использование ветхозаветного You have стиха. verses in the Old Testament which say that Messiah was born in Bethlehem, right? Но идея в чем? Есть стихи в Ветхом Завете, которые говорят, что Мессия родится в Вифлееме. And the Pharisees knew, the leaders of Israel knew, Micah. И лидеры Herod Израиля, asked that фарисеи, question. они знали пророчество Михея, они готовы были ответить на этот вопрос. Now you have other verses which say Messiah will minister in Galilee. Но есть другие стихи в Писании, которые говорят, что Мессия будет служить в Галилее. Which is where? Это где в Well, Галилее? Nazareth is not far, see. Ну, Назарет там недалеко. Это север уже Израиля. It's part of the, it's in the Вифлеем same рядом с area. Иерусалимом. It's in the same area. То есть Назарет и Галилея это одна и та же территория. So if you have verses, Isaiah 9 says that Messiah will minister in Galilee. Поэтому и вот у вас есть стихи, как в Исаии 9 главе, которые говорят, что и Мессия будет служить в Галилее. Micah chapter 5 says Messiah is born in Bethlehem. А потом Михея 5 глава, да, говорится, что Иисус, Мессия родится Now, в Вифлееме. Jesus now has fulfilled both of those. И Иисус, мы видим, он исполнил оба этих пророчеств. Now, you cannot plan like that. I'm sorry. Вы не можете запланировать такого рода события. Извините. It can't be done. Невозможно. It's got to be a miraculous fulfillment. Это должно быть какое-то чудесное Think исполнение. about some of the plans you've had Подумайте о каких-то планах, которые у вас были, that never materialized because you simply couldn't do them. That's a lot of plans. и которые не материализовались, просто потому что вы не могли их осуществить. И многие вещи так в нашей жизни. When we moved to Yerevan, it was just a huge ordeal. Когда мы переехали в Ереван, это было просто такое... Almost killed me. Я чуть не помер по дороге. It's a big deal. Это было серьезное перемещение. Okay, With all your stuff, like with all your things. No, we had to leave. We had to figure out. We had to leave the farm. The house had to be made ready before we left. Мы, как бы мы оставили дом, ферму, ну, брату, да, который уже приготовили к отъезду. We got someone moving in that's going to live there. Да, то есть, ну, туда въехал человек, который там будет жить вместо нас. It worked out. It was a lot of work. Да, ну, то есть все So случилось, но even in little ways, No. we make plans. And it's just wow. труда было много. И мы составляли, конечно, наполеоновские планы, но все пошло совсем не так. Then how do you fulfill a plan like this? Но как нам исполнить такого рода планы, такого масштаба? He's got to be the Messiah. Иисус должен был быть There's Мессией. no other answer to this. Нет другого ответа на эти How вопросы. can he fulfill all these different verses? Как можно исполнить оба этих разных Even стиха? as a baby. Даже будучи I mean, ребенком. it's one thing to try to do it as an adult. You have some thinking up here, and you can actually go do it. Да, то есть одно дело, если вы как взрослые, то есть в теории вы как-то у вас есть уже какая-то голова на плечах, вы можете что-то там продумать и что-то But to do this as a Может baby, быть. being carried around by mom and dad, now No. that's different. Сделать это ребенком, когда вас таскают за собой мама с папой, это совершенно другое. So Matthew kind of spends a lot of time in these discussions in the early parts of Jesus' ministry. И Матфей вот он тратит некоторое время, чтобы вот эти все вопросы утрясти, говоря даже о раннем этапе служения Иисуса. Let's go to chapter 4. Let's read verses 12 to 16. Давайте откроем 4 главу и прочитаем стихи с 12 по So 16. again, he's trying to show the Jewish people he is your Messiah. И опять же, Матфей пытается показать еврейскому народу, что Юрий, вот ваш Мессия. пожалуйста. Юрий. Услышал же Иисус, что Иоанн отдан под стражу и удалился в Галилею.
И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Заволоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Заволонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Remember, Romans says that Jesus came in the likeness of sinful flesh. In the likeness. Помните, Romans chapter 8 says Jesus came in the likeness of sinful flesh. Да, в Римлянам 8 главе сказано, что I think Иисус it's verse 3 and 4, right? пришел в подобие греховной, плоти греховной, да. Okay, and so he will be baptized along with everyone else. Потому Иисус крестился вместе со всеми. But Jesus was anointed to be the king of Israel. Но при этом Иисус был помазан на то, чтобы быть царем Израиля. Not because he's a sinner. He's not baptized because he's a sinner. Он крестился не потому, что он грешник. He's baptized, anointed to be the king of Israel. Он крестился через это, будучи помазанным на то, чтобы быть царем Израиля. But he's going to be the king that will identify with his people, see? Но этот царь, но он будет царем, который будет отождествлять себя с народом, So, будет вместе с ним. Very humble. Очень смиренный. Of course, he will be their substitute. Конечно же, он будет еще и заменой их, He заместительной will жертвой. die on the cross. Он умрет на кресте за He них. will become sin on the cross. Very quite a passage in 2 Corinthians chapter 5. Да, он станет, он станет грехом за нас. Очень яркий такой отрывок во 2 Коринфянам 5 главе. Буквально там, в синодальном жертвою за грех, буквально он станет грехом за нас. And then also in Galatians 3:13, he became a curse. So он стал И проклятием. также в Галатам 3:13 говорится о том, что он стал клятвою в синодальном, если точнее, то проклятием за нас. But his baptism was like, Samuel when he anointed Saul and David to be the king of Israel. Но его крещение было чем-то подобным происходившему с Саулом и Давидом, когда Самуил помазывал их на то, что они были царями. When Samuel anointed them, what happened? И когда Самуил помазывал Саула и Давида, что случалось с ними? They received the Spirit. Они получали Духа. And so now John the Baptist begins his ministry, right? И тут мы видим, что Иоанн Креститель начинает свое служение. He's baptizing them, Он preaching крестит, repentance, проповедуя remission of sins. покаяние и оставление грехов. Jesus shows up and Появляется Иисус. John, what are you doing here? И Иоанн его спрашивает: ты что здесь делаешь? So Jesus says, we're going to do this. Иисус говорит: мы сделаем это. Fulfill all righteousness. Да, что надлежит нам исполнить So всякую then праведность. John baptizes him, Поэтому Иоанн крестит его. and then what happens? И что Well, случается? John the Baptist sees the Spirit descend upon Jesus. Иоанн Креститель видит, как Дух сходит на Иисуса. Predicted in Isaiah chapter 61, И это, кстати, было предсказано в Исаии 61 главе. where he'll be, filled with the Spirit. Да, Дух Господень на мне. So John the Baptist witnesses that, Поэтому Иоанн Креститель засвидетельствовал об этом. and God gave that testimony. И Бог дал ему такое And then свидетельство. John the Baptist says, okay, now here is the Messiah. Да, и теперь уже Иоанн Креститель уверен, This is what I говорит: witnessed. вот это Мессия, вот что я видел своими See, everybody глазами. was getting baptized by John, Все остальные, всех других тоже but крестил only Иоанн. one received the Spirit. Но только один из крещенных Иоанном получил Духа. And then also, the emphasis was the fact that the Spirit remained on him. Но также акцент был на том, что Дух не просто сошел, но и остался на Иисусе. Remember, Saul lost it. Помните, Саул потерял Духа, And который David сошел. prayed, God, don't take the Spirit from me. И Давид молился о том, чтобы Бог не удалил от него Духа. Because in the Old Testament, the Spirit was not permanently given to believers. Поскольку в Ветхом Завете Дух Святой не давался верующим на But постоянную in this case, основу. John the Baptist witnessed something was permanent about this. Но в данном случае Иоанн Креститель увидел, что что-то такое постоянное, завершенное было вот в этом сошествии Духа. And he recognized, okay, here is the Messiah. И он осознал: вот он Мессия. He has the Spirit of God, as predicted by the Old Testament. На нем Дух Господень, как и было предсказано в Ветхом Завете. Let's go to chapter 5, verse 17. Давайте откроем 5 главу, 17 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Yeah, he's going to fulfill the law and the prophets. И он исполнит законы пророков. Right? Да? So again, he's a fulfillment of scriptures. Опять же, Иисус есть исполнение He Писания. fulfills the law, every last detail, Он his death on the исполнил cross, закон до последней детали, зайдя на as our крест, substitute.
как наша заместительная жертва. But also the historical Наша prophecies that замена. predicted he would go to the cross, Isaiah 53. Но также и исторические пророчества о том, что он пойдет на крест, например, Исайя 53 глава. So he fulfilled the curses of the law for us in our place. Потому Иисус исполнил как проклятие закона, оказавшись на кресте Then вместо also the нас, prophecies that taught about his coming. но также и пророчество, говорившее о его приходе, пришествии. So when we talk about grace, we never talk about getting rid of the law in this sense. И когда мы говорим о благодати, мы никогда не имеем в виду избавление от закона, Fulfillment of the law. обнуление закона, но мы говорим об исполнении закона. You see what's going on here? Видите, что There's здесь only происходит? one way that fulfillment of the law will ever take place for you. Это единственный способ для вас исполнить закон в своей жизни. That's required. И это необходимо, это Бог и God's требует. standards are absolutely perfect. Божьи стандарты совершенные And и there's no, абсолютные. there's nothing there that you can't make it less. И You вы не can't. можете преуменьшить их. It's just here. That's it. Вот такая планка, она так высоко, And I и все. can't reach it by my own works. И вы не можете достичь этой планки своими делами. But Jesus fulfilled all righteousness here. at the Но cross. Иисус исполнил All the curses were fulfilled. всякую праведность на кресте, и все проклятия закона были And исполнены then там. when you become a Christian, what happens? И когда вы становитесь христианином, что Well, происходит? you've died with Jesus. You get nailed with Jesus on the cross. Вы уже были пригвождены с Иисусом на кресте. So that you died with him and you've been crucified with him. Вы умерли с Ним, вы были распяты с Ним, сораспяты So Ему. no sin has been not dealt with. See? Никакой грех не был упущен, со всеми Бог разобрался. It's all been taken care of. Обо всем Бог позаботится. Now, after you get saved, right, you now have God's righteousness. После того, как вы спаслись, после того, как вы So, получили Божью God праведность, looks at you through the cross and through His declaration of righteousness. Бог смотрит на вас через крест, через Его провозглашение вас This праведным. allows Him to give you the Holy Spirit as a gift. И это позволяет Ему дать вам Дух Святой как дар. And as you walk in the Spirit, you're going to do good works that God will accept. И когда вы поступаете по Духу, вы можете теперь совершать добрые дела, которые Бог примет. So this fulfills the law positionally for you, Поэтому Ефесянам as your 2:8-9 Christ is your substitute. исполняет закон для вас позиционно, то есть Христос становится заменой. Он This fulfills the вместо law as вас. you produce the fruit of the Spirit. See? А здесь исполняется закон, когда вы приносите плод Духа. So grace never compromises the law of God. Поэтому благодать никогда не преуменьшает закон Божий, никогда не занижает его In стандарты. fact, only grace fulfills the law. И на самом деле только благодать исполняет Everything закон. else comes up short. Все остальное не So дотягивает. if you don't teach strongly on grace, Если вы не учитесь сильно о благодати, it's over. все, до свидания. You're never going to reach God's standards. Вы никогда не сможете достичь стандартов Божьих. It's only by the grace of God these things can be done. Только по благодати Божьей все это может And быть that's why it's совершено. only by grace. И вот почему спасение только по благодати. My favorite Bible teacher again is Pastor Breckel. Мой любимый учитель Библии He это used to пастор talk Марк. about the purity of grace. Он The purity of grace. любил говорить о чистоте благодати. And by that he meant that grace is pure. It's holy from God. И говоря об этом, он имел в виду, что благодать чиста, благодать свята, она пришла от Святого Бога. It's not something sinful. Благодать это не что-то People think греховное. it's sinful. Люди думают, что благодать So they равно don't teach. греховность, поэтому они не учат ей. They think it means a license to sin, so they quit teaching. Люди думают, что благодать означает лицензию на грех, Or they поэтому try to regulate it. перестают учить о благодати или пытаются как-то зарегулировать эту благодать. And they want to make sure that people don't do something bad. Они хотят убедиться в том, что люди не начудят, чего-то нехорошего не сделают. And when you start that process, you've just ruined grace. И когда процесс этот начинается, вы просто разрушаете благодать на And the корню. purity is gone, you mix it up with human works. Чистота этой благодати уходит, вы начинаете смешивать благодать с человеческими And делами. those human works just pull it all down. И эти человеческие дела просто стаскивают благодать вниз на уровень людей. And then we lose the fulfillment of the law. И мы теряем возможность исполнить закон. So when Jesus came, this is serious here, Matthew 5. Когда Иисус пришел, то это серьезное событие описано здесь. There has to be a fulfillment of law. There's standards have to be met. Он пришел, чтобы исполнить этот закон. Стандарты закона And должны how can быть the standards of God исполнены. be met? А как могут быть стандарты Божьи Only this way. исполнены? Только так. There's no other way to do it. Нет другого пути. So grace is what provides the answers.
Поэтому только благодать дает ответы. So don't be anti-grace. Поэтому не Please don't. будьте человеком, который That's противостоит the only благодати. thing you've got. Не делайте этого, потому что это единственное, что у вас I'm есть. just amazed. I sit and watch these guys. They're attacking grace all the time. It's just Я просто amazing. потрясен. Я сижу и смотрю, как со всех сторон разные люди атакуют благодать. They don't respect it. Они не уважают благодать. They don't really believe this. Они не Something's верят в wrong. это I don't know what it по-настоящему. is. Something's haywire. Something's not good. Something's not good. Они говорят, что-то здесь не так, что-то неправильно, что-то нехорошо. Grace is the only thing we've got going for us. Но благодать это единственное, что у нас есть, чтобы двигаться. And Jesus is the embodiment of this. И Иисус есть воплощение, He is телесное the embodiment of воплощение God's grace Божьей благодати to the human race. для человечества. And He fulfilled the scriptures along with it. И Он исполнил Писание при всем при этом. Okay, let's go to another good passage, chapter 8, verses 16 and 17. Let's go Давайте there. откроем еще один So отрывок. Matthew just keeps this up. He's fulfilling this, fulfilling that. 17 and 18, yes? 8, 16 and 17. 8 глава, Да, 16 стих, 17. 8 глава, 16-17 стих. Матфей продолжает просто вот это все. So, Matthew, so you read those verses. Да, Надя, пожалуйста, почтите стих. 8 глава. Да. 16 стих по 17. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Okay, Isaiah 53 is now fulfilled too. He did Исайя this. 53 глава также исполнила. Иисус сделал это. So, how can he be doing all this? Как это можно все сделать? Here's another verse. И есть еще один He стих. has to be the Messiah. Да, и уже становится очевидно, что он должен быть Мессией. Chapter 12. 12 глава. So Isaiah says he'll be a healer. Иисус говорит, что Исайя говорит, что Иисус будет целителем. And in the same passage, he's going to be killed И too. в том же by his own отрывке people. говорится, что Иисус, Мессия будет также убит своим собственным народом. And that happened too. И это тоже случилось. Let's take a look at Matthew 12. Let's read verses 8 to 21. Матфея 12 глава, давайте Да, начнем давайте, стихи с 8 по 21. Бо син людський Господь у суботі, і вийшовши звідти, прибув він до їхньої синагоги. І ото був там чоловік, що мав суху руку. І щоб подманити Ісуса, запитали його, чи вздоровляти годиться в суботу? А він їм сказав. Now, of course, you remember the Life of Christ class, right? Помните, да, курс по жизни Христа? He was healing people on the Sabbath all the time. Второй курс, и Иисус исцелял людей в субботу постоянно. Okay, these guys had all kinds of rules and they over-regulated the Sabbath to make it a day of misery. И эти люди, они наложили целую кучу установлений по поводу субботы, чтобы превратить субботу в день печали. And they missed the whole point of, the rest, Sabbath rest. И они полностью упустили из виду цель субботы, чтобы это был день покоя. They turned the day of rest into a day of works. Они превратили день That's their покоя legalistic mind. в день труда. Это вот такое законническое мышление. So now Jesus is saying, well, is it lawful for me to heal on the Sabbath? И Иисус задает вопрос теперь, так законно ли мне исцелять в субботу? Show me a Bible, I want to see it. Show me Покажите мне вашу Библию, я хочу это where увидеть. it says I can't heal on the Sabbath. Show Здесь me написано, что я a не verse. могу исцелять в субботу. Покажите мне стих. Of course, they couldn't do it. Конечно, они не могли это сделать. Okay, keep reading. Давайте читать дальше. А він їм сказав, чи знайдеться між вами людина, яка, одномавши вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. А скільки ж людина вартніша за ту овечку? Тому можна чинити добро і в суботу. І каже тоді чоловікові, простягни свою руку. Той простяг, і стала здорова вона, як і друг. Фарисеї ж пішли і зібрали народу на ньому. Now they want to kill him now. Они See? хотят его убить. For what? За что? Some criminal activity? За криминальное какое-то уголовное No, преступление? no. It's over something good here. За какое-то хорошее дело. And he broke their traditions, their regulations. И он вывел на свет их традиции, их установления. And those regulations gave them power over the people. И эти установления давали So, фарисеям власть над Jesus людьми. is really creating problems for them. Иисус на самом деле создал He им was a threat проблемы. to their entire system. See? Он был угрозой для всей этой системы. And they could take people to court for anything.
И они как бы могли... Especially Sabbath was just a wonderful day of penalty. You know, Да, они могли тащить людей в суд за что угодно практически, особенно суббота был прекрасный день для того, чтобы выписывать штраф. They had like 50 rules on Sabbath. У них было 50 правил касательно субботы. In Yerevan they have cameras В Ереване у них есть там камеры for driving. You know. для водителей на дорогах. So they just picture. They got cameras everywhere, То all есть over the камеры country. повсюду, And they send you a bill in the mail. Только в Украине. для превышения скорости, и вам приходит счет со штрафом. Then it in the mail, they send you a bill. Here it is. You gotta pay it. Нет. Да, вот, Okay, so these guys had all these rules. Okay, there's a fine. у этих ребят все эти правила, да, и все эти штрафы за So this was into their money. See, this То is есть serious. это благодаря этому деньги текли в их карманы. Это серьезно? Keep reading. Читаем дальше. А Ісус, розігнавши, пішов собі звід, і багато пішло вслід за ним дрібних поздорових усіх. А він наказав їм суворо його не виявляти, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи: «Ото мій отрок, що я вибрав його, мій улюблений, що його полюбила душа моя, кладу свого духа в нього, і він суд проголосить погано. Він не буде змагатися ані кричати, і на вулицях чути не буде ніхто його голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота догасаючого не погасить, поки не допровадить присуду до перемоги, і погане надіятись будуть на ім'я його». Yeah, so here again the Gentiles are going to, eventually this is headed toward the Gentiles, and Jesus is setting this up. Опять же, да, то есть тут в конечном счете все это дойдет и до язычников, и Иисус подготавливает события к тому, чтобы эта весть дошла и до язычников. So they are rejecting him. И мы видим, что евреи отвергают его. And these people are not questioning, wow, this guy, he can heal people, maybe he's the Messiah. И эти люди даже не задаются вопросом: слушайте, этот человек, он может исцелять людей? No, they want to keep their system. Нет, они хотят поддерживать свою They're систему. not interested in what God is doing. Им не интересно то, что делает Бог. Let's go to chapter 13, verses 34 and 35. Давайте откроем 13 главу, стихи 34-35. And it's 13 глава, Okay, стихи 34-35. Пожалуйста. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверду в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Yeah, so now he quotes another, Messiah is going to preach in parables. Well, Jesus did that too. И теперь говорится, да, что Мессия будет проповедовать притчами, и Иисус это тоже делал. So he's got to be the Messiah. Look at all the things. Okay, he's healing people. Посмотрите, да, он должен быть Мессией. Вот посмотрите на все эти He's now факты. speaking in parables. The prophets talked about that too. Он исцеляет людей, он теперь говорит притчами, пророки об этом тоже говорили. Let's go to chapter 21. Давайте откроем 21 главу, Chapter 21. Матфея 21. And Juliana, пожалуйста. Яна. 21 стихи 1-5, да? And verse 1 through 5, please. Да. А коли вони наблизились до Єрусалиму, прийшли до Вітфагії, до гори Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів. До них кажучи: «Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля. Підв'яжіть і мені приведіть їх. А як хто вам щось скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде цар твій, він покірливий і сів на осла, а осля під яремною сином». So now we have Zechariah. Теперь у нас уже Захария. Okay, he did that too. Иисус и это сделал. At some point, you're going to have to, 9-9. you know, to make a prediction like this and then actually fulfill them. The possibilities with each fulfillment become almost astronomical. Or if you were to bet on it, you know, for Да, example. то есть, если вы внимательно это посмотрите, то, конечно, чтобы в одном человеке исполнилось столько пророчеств древних, то, скажем, с каждым пророчеством вероятность этого уменьшается до совершенно астрономически малых величин. Вероятность случайного совпадения. You and I have a hard time fulfilling the Word of God in our lives personally, yes, У right? нас с вами как бы с большим трудом получается исполнять Слово Божие в нашей жизни лично, особенно вот в этой второй фазе, да? Okay, but think about when Jesus, He's going to do it historically.
Но подумайте о том, что Иисус все это исполнил исторически. See, his life was mapped out by this book. See? Его жизнь уже была расписана как карта этой книгой. And he knew what the Word of God said about himself. И он знал, что Слово Божье говорило о нем And самом. as he acts and as he does things, he is, you know, he understands what's going on here. И когда он действует, когда он делает те или иные вещи, он понимает при этом, что происходит в данный момент. So his life was dominated by the Word of God. Поэтому Слово Божье, оно направляло его жизнь, оно доминировало над его And жизнью. remember, you know, the temptations, we talked about that, И right? помните искушения, мы говорили об этом. He was able to quote a Bible verse to counteract what the devil was doing. Он был в состоянии процитировать стихи из Библии, чтобы ответить на попытки сатаны ему искусить. And you and I are just, you know, what do we do now? А мы с вами, ой, такое, что делать, прилетело искушение, не знаю, что делать. Okay, let's read chapter 26. Ваша. 26 глава, Василий. У вас комментарий был, Василий? Ваша чаплая? Я хотел спросить. I just wanted to ask something. Значит, так и Хотел что спросить. спросить? Ну вот, вот по этой таблице, которую Марк там I had a сказал. question, like, of your... So this is a change of the subject. Мне непонятно, почему Деяние 14:25 там написано. Смена Фон предмета. Матфея. So why did you write in like on Matthew Acts Потому что 14:25? обещанный Мессия понятно, а вот фон почему Деяние. Oh, well, when the book was written. Да, но That's the historical background. это когда книга была написана, ну то есть в каком историческом промежутке? Это исторический фон. Когда написано. Примерно. Может быть, немножко до того. Это год написания книги, да? Да, Год написания книги. Это не год написания. Фон. Да, Фон. да. Да, фон. Почему вот у нас по годам вот так вот в таблице, а мы по плану Матфея не пропустили? I just want to emphasize on the Jewish question right now. Я хотел бы просто сделать акцент на еврейском вопросе прямо сейчас. And it could have been written at the same time as James. We don't know. Она, на самом деле, эта книга могла быть написана в то же самое время, что послание Якова, мы не знаем. So, but I just want to let you know the Jewish foundations of our faith. Я просто хотел вам напомнить про еврейский фундамент нашей веры. So maybe I should have put it back there, but some scholars they debate when Matthew was written. Ну, может, мне надо было немножко сместить назад Евангелие, но вообще говоря, многие ученые, они спорят. I'm not an expert in some of that Когда оно stuff. было написано, я не эксперт в этих вопросах. But Matthew was certainly a pretty early book. Но однозначно можно сказать, что Евангелие от Матфея это довольно раннее. I really don't believe Matthew was written, you know, in the 50s. I think it's before. Я, на It's самом just a деле, personal opinion. I'm not a... не верю даже в то, что Евангелие от Матфея написано в 50-х годах. Я думаю, это случилось раньше, но это мое личное мнение. I think it was an early book. Но в любом случае я верю, что это очень ранняя книга. Okay, where were we? Chapter 26, Так, где там мы были? 26 глава? verse 50, Стих 50. 50 to 56, and С 50 по Massер, 56. you read. Василь. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? All right. Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой, ударил раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч. Now remember, Jesus told them right before this to get your pistols. Да, то есть помните, что Иисус прямо перед этим событием сказал: ну-ка, ребятки, возьмите свои пистолетики. So these guys had pistols with them, swords. То есть у этих ребят были свои как бы пистолеты, травматы, там, не знаю, So что. Jesus says, you know, go, remember before I sent you guys out and people took care of you. What? Remember before I sent you guys out and people took care of you. Помните, перед этим Иисус посылал апостолов, учеников на служение, говорил, что люди о вас позаботятся. Okay, and the provisions were provided in terms of mission activity. Да, то есть вся миссионерская деятельность будет обеспечена людьми. Now, guys, get your pistols out, Вот guys. теперь, ребята, доставайте, заряжайте ваши He's пистолеты. going to the cross, okay. Потому что Иисус So идет на these крест. guys pull out their swords and they show them to Jesus, И эти товарищи достали свои мечи, показали их Иисусу. and Jesus said, "Well, that's enough." И Иисус сказал: двух достаточно. So now Peter thinks it's time, И теперь Петр решил, что время помахать. and whack somebody's ear off. И как бы отсечь ухо кому-нибудь. And these guys are there watching this. The army's there.
the soldiers. И солдаты рядом стоят, они все это And видят. then they see Jesus heal this guy. И потом они видят, как Иисус исцеляет этого. I don't think this was a good time for anybody. Я не думаю, что это было хорошее время для кого бы то ни These было. guys are looking around. Oh, this is not normal. It's not Like normal. soldiers, yeah? Yeah, they're. Я думаю, что эти солдаты смотрели на происходящее и думали, это что-то ненормальное происходит. Later on, the soldiers are some of the most responsive people to Jesus being the Messiah. Да, и чуть позже мы видим, что солдаты римские были одной из самых открытых аудиторий, открытых к посланию о том, что Okay, Иисус keep Мессия. reading. Читаем дальше. Если буду ему голову Дальше. 52. Когда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибли. Или думаешь, что я не могу теперь молить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть? Yeah, it has to be. Yeah, verse 56, right? Стих 56 дальше. All this has taken place because of the scriptures. Yeah. Сказано, что сие же все было, да сбудутся Including Писания, his arrest, включая арест Иисуса. because that will lead to his death. Поскольку арест Иисуса приведет в итоге к его смерти. And then chapter 27, he's crucified, right? И в 27 главе мы видим, что Иисус распят. Also fulfilled the scriptures. Также в исполнении Писания. And even Judas, when he betrayed Jesus, fulfillment of the scriptures. И даже Иуда, когда он предал Иисуса, он исполнил Писание. 30 pieces of silver is how much he was valued, Jesus. 30 серебряников, вот во сколько они оценили Иисуса. That fulfilled what Jeremiah said. Jeremiah? Jeremiah the prophet. Okay. Yeah, so Jeremiah the prophet predicted, and Zechariah, Да. Но that это, Jesus would be worth 30 pieces of в silver. этом исполнилось то, что предсказано пророком Иеремией и Захарией, что Иисус будет оценен 30 серебряников. In that case, you have to put both those prophecies together. Ну, в данном случае слово Zechariah пророчества and Jeremiah. и Иеремии, и Захарии были собраны вместе. So this was sort of the point of Matthew. He's always illustrating that Jesus fulfilled all these different passages from the Old То Testament. есть в этом, в общем-то, и была цель Матфея показать, что Иисус исполнил все эти разнообразные ветхозаветные отрывки в своей жизни. So if we were to divide the book of Matthew, we have four major sections. И Four если major мы sections. хотим It's in your разделить notes. как-то книгу Евангелия от Матфея, то у нас есть 4 основных раздела, это есть в вашем конспекте. Section chapter 1, we have all the way from 1:1 to 4:11. Да, в первом разделе это все от 1 главы 1 стиха до 4 главы 11 So here стиха. we have the introduction, the infancy narratives, the work of John the Baptist. Да, это вступление, это повествование о детстве и служении Иоанна Крестителя. And then we have Jesus' baptism and his temptation. See, that's the introduction. И потом, да, мы видим крещение и искушение Иисуса. Это все вступительная часть. And then chapter 4, see, he's now ready to be the Messiah. Baptized and В tempted. 4 главе Иисус уже готов быть Мессией, он прошел крещение, он прошел искушение. And then the second section will be 4:12 to 18:35. От 12 to 18. Yeah, 18:35. Да, с 4.12 до 18.35. So 1:1 to Ага, yes. 4:11 we have introduction, right? Да, 1.1, 4.11 вступление. And then after that we have 4:12, После этого 4.12, 18.35. 18, what did I say, 24? 35. 35. So here we have Jesus' ministry in Galilee. Мы видим здесь служение Иисуса в Галилее. And Isaiah 9 specifically says that he's going to have a ministry in Galilee. И Исайя 9 конкретно говорит о том, что у Иисуса будет служение в Галилее. Jesus fulfilled that. Иисус исполнил это. You know, those in Galilee will see a great light, Isaiah 9. Живущие в Галилее увидят свет великий. By the way of the sea, you know, the Sea of Galilee is mentioned in Isaiah chapter 9. Кстати, даже Галилейское море, да, упомянуто в 9 главе Исаии. And when Isaiah made that prediction, И когда Исаия сделал это предсказание, Isaiah was predicting the Assyrian invasion, destruction of the northern kingdom. то Исаия при этом еще дал предсказание о ассирийском вторжении, которое уничтожит Северное царство. So even though Jesus was born in Bethlehem, Поэтому, несмотря на то, что Иисус родился в Вифлееме, in Judah, right? Иуде,
he's going to minister most of his time in the northern kingdom of Israel, Galilee. Большую часть своей жизни он будет служить в северной части Израиля, в Галилее. And then he would go to Jerusalem for the feast, И он будет as приходить required by law. в Иерусалим только на праздники, как того требовал закон. That's the book of John. John talks about his Jerusalem visits. Это книга Евангелия от Иоанна. Евангелист Иоанн говорит именно о посещениях в Иерусалим. Matthew, Mark, and Luke emphasize his Galilean ministry. А Матфея, Марк и Лука подчеркивают служение Иисуса в Галилее. Number 3. Третий пункт, третий раздел Here we have Евангелия. Jesus' ministry in Judea. This is chapter 19 to 28:15, 19:1 to С 19 28:15. главы 1 стиха до 28 главы 15 стиха. Служение в Иудее и Иерусалиме, He's crucified, raised from the dead. где он был распят и воскрес из мертвых. And then, of course, the conclusion of the book, И, right? конечно же, The Great завершение Commission. книги. Великое поручение. So that's a nice summary of the book of Matthew. Прекрасный вот такой кратенький план Евангелия от Матфея. All 28 the way глава, through. 16-20 стих, это великое поручение. All the way through, he's demonstrated that Jesus is the Christ. И на протяжении As predicted by всей the книги Матфей демонстрирует, что Иисус есть Христос, как оно и было предсказано в Ветхом Завете. So all the things that Matthew writes about here, Поэтому все, о чем здесь Матфей пишет, it's in fulfillment of Scripture. что эта жизнь Иисуса, она через нее исполнилась Писанием. Okay, any questions at all on what we studied today? Хорошо, есть ли у вас какие-то вопросы о том, что мы изучали сегодня? Миссионерская программа или великое поручение? Великое поручение. So tomorrow we will study some other books, yes? Завтра мы с вами будем изучать некоторые другие книги. Tomorrow we're going to look at Galatians, Завтра мы с вами рассмотрим послание Галатам, 1st and 2nd Thessalonians, and 1 Corinthians. Первое, второе Фессалоникийцам и первое Коринфянам. So again, Galatians has that problem. Опять же, Two different times when it was written. в Галатам есть вот эта проблема хронологии, две различных версии того, когда оно было написано. And we'll talk a little bit. I'm not going to spend too much time with Мы that. поговорим немножко, но я не буду много времени на это заниматься. But you know, the theme of Galatians again. Of course, we're teaching the book of Galatians too. Но тема, да, Галатам, мы поговорим об этом, да, ну и, конечно, мы сейчас проходим по вечерам послание Галатам. Any questions? Есть ли вопросы? Ваши Есть вопрос. So, Yes, there is a question. Некоторые люди получили языка, удар языка. Они владели им постоянно потом, да? So those people who Ну как вы who received the gift of yeah, those tongues, people who lived the time, they seem to have the gift for the rest of their lives. ну, кажется, что люди того времени действительно имели этот дар до конца жизни. And then when they died, that's it. А потом они умирали и все. Can I ask a question? Yeah. Do you think Jesus... By the way, tongues was a speaking gift. Ну, кстати, языки были даром говорения. Okay, when it was translated, it could edify people. И когда они переводились, то они могли назидать людей. In other words, it was the word of God. Иными словами, то, что говорилось, было Словом Божьим. So it's a speaking gift, like word of knowledge, or like the prophets who spoke the word of God. То есть это было, ну, подобно там слову знания, да, пророчеству, когда говорилось Слово Божье. But you had to have special applications of that. You know, if you just spoke in tongues and no translator, you had to keep your mouth Но shut. было особое как бы применение для этого, да, то есть если вы хотели что-то сказать на другом языке и не было переводчика рядом, то вам нужно было помолчать. And a lot of these cities, especially like Corinth, that's an international city. И во многих городах, например, в Коринфе, было много людей с разных стран, это были международные центры. And Ephesus, again, it's an international city. И опять же, Эфес это тоже такой международный, мультинациональный город. Kiev is an international city. Lots of different languages spoken here. Киев, да, то есть здесь много людей говорят на разных языках. Yerevan is an international city. Ереван тоже. Can I ask a question? A good question? Sure. Did Jesus participate in animal sacrifices? How do you think? He went to the temple, yeah. Я задам вопрос. Yeah, Участвовал ли Иисус в храмовых жертвоприношениях животных? Nothing is mentioned though, the specific sacrifices. I'm trying to think of a verse. It's a good question, excellent question. Never thought about it, never worried about it. Похвалил преподаватель вопрос, но говорит, сейчас пытается вспомнить что-то из Писания. Ну, участвовал, приносил ли Иисус жертвы в животных? Теоретически, да, потому что он же был... Very interesting, yeah, I don't know. I'm sure he did. It was by law. He had to do Ну, it. я уверен, что он это делал, поскольку это было согласно So закону. I assume he did.
Я думаю, что он это делал. А если он не грешил, зачем ему утешать? So, but if he did not sin, I see what Он you're ему saying. поверил, что он не грешил. Picture of what he's going to do. Just like John the Baptist. образ того, что он должен был сделать, так же, как Иоанн Креститель. So again, he comes in the likeness of sinful flesh. Опять же, как мы помним, Иисус пришел в He подобие identifies with us, but he's not a sinner. Он отождествил себя с грешниками, не будучи таковым, конечно же. Апостолы, они каждый одним каким-то языком обладал или многими сразу? So, what about apostles? Естественным или через дар? Через дар. So, when we talk about apostles, did each one of them, because of the gift of tongues, was able to talk just one language, or they were able to talk on I have no idea. But Понятия не имею. Paul went all over the place. Ну, Павел ходил вообще по всяким местам. And in Corinthians, he says, I thank God more than you all that I speak in tongues. И Коринфянам он писал, что я благодарен Богу, что я более всех вас говорю языками. Why? Because he's a serious missionary. Почему? Поскольку Павел серьезный миссионер. I mean, that's how I look at those verses. Я так рассматриваю. We have separated the tongues from mission activities. Мы The whole point of tongues was associated with mission activities. отделили языки от миссионерства, а вся целью языков, основной фишкой языков было то, что это помогало в миссии. All the languages mentioned in Acts 2 are missionary destinations that Paul and company later go to. Все языки, упомянутые в Деяниях 2 главе, это миссионерские точки, куда позже Павел и компаньоны отправились с миссией. And God is telling the Jewish people, И Бог говорит еврейскому народу: I'm moving to I got a new girlfriend. ребята, у меня новая девушка, мы You guys двигаемся gotta wake up here. к новому паду, проснитесь. Последний вопрос. Последний вопрос. Они понимали, что они говорили или нет? Did they understand what they were talking when they were speaking tongues? Did they understand the Well, content? at times they didn't apparently. So Ну, очевидно, порой не понимали. Очевидно, порой, но неизвестно на самом деле. that's mentioned in 1 Corinthians. Ну, об этом упомянуто в 1 Коринфянам. So they spoke, but didn't know what they were saying. Но порой не говорили, но не знали, что они But говорят. God spoke through them if it was translated. Но Бог говорил через них, если это переводилось. But if there's no translation, you just gotta. Но если не было перевода, то Yeah. So God gave the gift, and they could use it, то есть Бог дал им дар, они могли его использовать. but they abused it. Но они злоупотребляли. But God still allowed them to keep the gift. Но Бог, тем не менее, позволил им сохранить этот дар. I mean, God's gifts are irrevocable. Потому что дары Божьи непреложны. Corinthians abused their gifts. Коринфяне злоупотребили своими God дарами, never took them away. но Бог не забрал у них эти дары. He may have disciplined them. Он мог их наказать. Some people may have died, Многие люди могли умереть, but He never took away the gifts. но никогда не забирал Бог назад дары. That's a hard lesson for people to get. We're so works-oriented that we can't process Это that. трудный урок для многих людей, потому что мы настолько ориентированы на дела, что мы просто не можем порой этого переварить. And just let God take care of it. Дайте Богу разобраться со всеми. You got a sinning Christian, what do you do with them? Just У вас есть let God take care of христианин, it. который грешит, что с ним делать? Дайте Богу о нем позаботиться. Don't sit there and try to regulate the gospel because of what somebody does. Не сидите и не пытайтесь как-то отрегулировать, подравнять Евангелие лишь по той причине, что кто-то там чего-то чудит. It's not going to do anything. Ничего хорошего от этого The нет. Jews abused the law, right? Евреи злоупотребили законом, They да? took the law of God Они взяли закон and they Божий distorted that into legalism. и исказили его, и получилось законничество. So you got the gospel of grace. И вы получили Евангелие благодати. Is it going to do any good to regulate, make the gospel more strict in order to stop people from Что-то sinning? получится хорошее, если вы начнете регулировать Евангелие, как-то подкручивать, чтобы как бы убедить людей не грешить. No, it's not going to do anything. Ничего хорошего не If будет. the Jews broke the law, Если евреи нарушили закон, what difference is it going to make? то что это поменяет, если вы You начнете can't make the подкручивать gospel more благодать? strict in order to just make sure that Нельзя people can't take advantage of it. Нельзя сделать Евангелие более строгим, нельзя его усложнять только лишь для того, чтобы люди не злоупотребили. God doesn't act that way. Бог так не He поступает. gives you the gospel, Бог дает вам Евангелие, and He's not going to sit there and over-regulate it to make sure you don't do something bad with it. и Бог не сидит и не пытается как-то это Евангелие так зарегулировать, чтобы вы ничего плохого с ним не могли сделать. That's a city planner. Это так вот, знаете, планировщики городов и политики That's how they поступают. think. That's how they use it. Вот так они думают и так они поступают. God doesn't act that way. И Бог так не поступает.
On city planning, I'll share you more about the stuff going on in Kiev. Oh, no, it's everywhere. Да. Да, планирование города во свете последних потопов, я потом расскажу Марку про иллюстрацию. Nazis had lots of plans for Ukraine. У нации было много планов Много планов. по поводу Украины. У нацистов. They didn't have to worry about private property here. In Germany, private property prevented their plans. Да, Irritated them. в Германии институт частной собственности воспрепятствовал многих их планам, а здесь они планировали развернуться на всю катушку. They could plan anything they wanted to. Здесь они готовы были планировать все, что угодно. People don't agree, they just shoot them and bury them. И если бы кто-то не согласился, их бы расстреливали и хранили. Something wrong with that mentality, see, the planning mentality. Что-то нехорошее в этой ментальности You планировщика. need to make plans, but you need to be wise. Планы нужно делать, но нужно быть And умным. regulation is not wise. It doesn't stop anything. Вот эта тенденция зарегулировать все, это не мудро. People are sinners, and no rule regulations can stop it. Эти попытки ничего к чему хорошему не ведут, потому что люди грешники, никакие регулирования и постановления не остановят эту God said, Adam and Eve, right, don't eat from the tree. Бог сказал Адаму и Еву, не ешьте с дерева. What did they do? Что они сделали? God says, 10 commandments. Бог сказал, 10 заповедей, вот вам. What did people do? Что сделали люди? Jonathan. Я говорю, чтобы не так уж сильно против каких-то правил, потому что было время, когда каждый делал, что ему казалось правильным в своих глазах, и это тоже было нехорошо. So there were times when everyone was doing what was right according to his point of view, like Yeah, his judges, own point of view, yes. and there was nothing good with that also. So maybe. Yes, but the problem is not freedom. Но проблема не в свободе. The problem is their point of view. Проблема в том, The что problem is with them. проблема в них, проблема в том, что им хотелось сделать. Don't blame the freedom. Не обвиняйте свободу. Just stop that. Перестаньте The это problem is делать. with you. You're a sinner. Проблема с вами в том, что вы грешник. And playing around with the rules and regulations is not going to solve anything. И попытки как-то подкрутить правила и законы, они ничем вам не помогут. The problem is never freedom. Проблема никогда не в The only свободе. way you'll ever obey God is by freedom. Freedom He gives you. Единственный способ для вас повиноваться Богу, это повиноваться в свободе, используя свободу, которую Он вам дал. And the truth will set you free. И познайте истину, и истина сделает вас Free from свободными. what? The Свободными practice от of sin. чего? От греха. Freedom leads to Свобода ведет к righteousness. праведности. Slavery leads to sin. А рабство ведет к греху. It's the opposite of what we think. So И это совершенно противоположно тому, как мы обычно we've been думаем. propagandized so much. It's disgusting. Нам настолько вывели пропаганду. And you teach the Bible and this is what И потом вы учите людей Библии, и оно отскакивает. А вот что написано. law leads to sin in the Bible. Закон ведет к греху в Библии. Grace leads to righteousness. Благодать ведет к праведности. That's what the Bible says. Это то, что говорит You may Библия. not understand it. Вы, может быть, это не It's понимаете. hard. Это сложно, я понимаю. And it may go counterintuitive to what we normally think. И может быть это контринтуитивно тому, как мы обычно мыслим. But I don't care. Да мне плевать. It's what the Bible says. Это то, что говорит Библия.